Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем создавать вот такое оригинальное панно в стиле шеби-шик. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Ровные листы гофрокартона, любая подходящая по стилю салфетка для декупажа, декоративная бумага, ткань или обои, гармонично сочетающиеся не только между собой, а также подходящие по цветовой гамме к салфетке. Клей ПВА, акриловые краски, длинная металлическая спица, ножницы, обычная офисная бумага, карандаш, кисти для подрисовки, для красок, для лака, шпагатный или обычный шнур для подвеса, спонж, декоративное кружево, подходящее по тону к работе. По желанию можно добавить декоративные бусины или стразы. У меня они нежно-розовые. Два вида шнура. Один я использовала вот такой потоньше, а второй у меня вот такой грубый гардинный шнур. А также кисть для украшения подхвата гардин. Такие шнуры и кисть можно приобрести в магазинах, где продают гардины, шторы и тюли. Не обязательно применять именно такую кисть, можно придумать что-то другое или вообще обойтись без нее. А также нам понадобится термопистолет, акриловый лак, я использую обычный строительный акриловый лак, а также для отливки самого медальона нам понадобится любая крышечка и гипс. Приступаем к работе. Гипс разбавляем и заливаем в форму. Оставляем до полного высыхания. Все неровности затираем мелкой наждачной бумагой. Если необходимо, делаем подрисовку. Белый цвет наносим не плотным слоем, а лишь слегка, так, чтобы сквозь белый цвет у нас виднелась бронза. Медальон покрываем акриловым лаком.
В общей сложности мне понадобилось 23 сердечка. Медальон у нас имеет диаметр 10 сантиметров. Внутренний круг по диаметру будет на 5 сантиметров шире медальона. Вырезаем картонный круг диаметром приблизительно 18-20 сантиметров. А также нам необходимо будет вырезать еще один картонный круг по диаметру шире внутреннего круга, приблизительно на вот такое сердечко. Это около 3 сантиметров. И плюс небольшой запас на окантовку. Соответственно, внешний круг будет шире внутреннего на 4 сантиметра. Величину окружности меняйте на свое усмотрение, а также отталкивайтесь от размеров самого медальона. Здесь главное вместить все сердечки в пространство между двумя картонными основами. Сердечки должны помещаться так, чтобы оставался зазор на окантовку около сантиметра. Если у вас сердечки не помещаются, повклеивайте между сердцами перламутровые бусинки. Это тоже будет очень красиво и нежно смотреться. Для оклеивания внутреннего круга я выбрала вот такие обои с приятными нежными рисунками. Обводим с запасом и вырезаем. Вместо бумаги можно использовать любую ткань. Только для ткани используйте полимерный клей типа дракон или титан, намазывая на основу тонким слоем. Так как обои у нас бумажные, то я буду приклеивать клеем ПВА. Внешний круг оклеиваем с изнаночной стороны. Изнаночную сторону я буду оклеивать вот такими обоями.
Сердечки все приклеены. Далее по краю приклеиваем декоративный шнур. Снизу делать кисть не обязательно. Можно аккуратненько это плетение одно за другое подклеить и спрятать концы. Вместо стыка можно скрыть декоративной лентой либо бантом. Я же хочу сделать такую кисть. Концы шнура аккуратно просто вклеиваю внутрь. Ориентируйтесь по картинке, кисть старайтесь расположить ровно. Также можно добавить розовых полубусин вовнутрь, но это не обязательно. Работа готова. Благодарю всех моих подписчиков. Читала комментарии, что вы с нетерпением ждете новых идей и работ. Постараюсь вас не разочаровывать. Желаю всем вам огромного творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!